Друзья, всем привет! Сегодня видео у нас и приятное, и полезное. Полезное — это то, что мы сделаем пересадочку вот этой вот орхидеи. Вот такая вот красоточка. Появилась эта орхидея у меня в позапрошлом году. И цветет эта орхидея, друзья, на данный момент с прошлого года. То есть она у меня почти 2 года в моей коллекции, эта орхидея. Значит, в чем приятность сегодняшнего видео? Это в том, что, друзья, мы будем любоваться вот такой вот, друзья, красотой. Вот скажите, вам нравится такая орхидея? Посмотрите, что за прелесть. Это, знаете, в архаманских кругах эту орхидею нежно называют Клеопой. Это Клеопатра. И не просто Клеопатра, это еще и Клеопатра-бабочка. Если вы обратите внимание, у нее на боковых лепестках вот такие вот защипы. Я вам специально ее прям крупным планом в хорошем качестве показываю, чтобы вы ей налюбовались. Она, значит, цветет у меня с прошлого года. Основное цветение уже закончилось еще несколько, пару-тройку месяцев назад. Вот я срезал цветонос, но она раскуклила почки, крайние почки на этом цветоносе. И вот доращивает, видите, доращивает цветоносик. Вот он. Доращивает, вот он цветоносик, видите, доращивает цветочки, и вот знаете, я все жду, когда же она закончит свое цветение, чтобы ее пересадить. Вообще, на самом деле, друзья, очень жизнеспособный сорт, старый сорт. Это вот как раз из тех орхидей, с которых стоит начать свое увлечение новичкам, которые не знают, какую орхидею купить, чтобы она была такая жизнестойкая. Вот Клеопатра, друзья, она очень-очень жизнестойкая орхидея. И вот сегодня мы ее с вами распотрошим и сделаем пересадку. Ну, как и любой королевишны, любой принцессе, да, любой царице, какой является Клеопатра, да, нужна хорошая огранка и оправа, да, поэтому сегодня мы эту орхидею, друзья, пересадим вот в такое вот стеклянное, такое вот многогранное кашпо. Оно почти хрустальное, но оно не хрустальное, конечно. Вот такое вот. Надеюсь, что корни у нас сюда поместятся. Она будет самое-самое то. Срезать цветонос не буду, так и оставлю. Пускай радует. В общем, пускай так и остается с этим цветоносом. Ну что, друзья, переключаем камеру и погнали. Ну что, друзья, давайте начнем. Все инструменты у нас готовы, все ингредиенты тоже приготовил. Значит, по поводу обработки от насекомых вредителей и от болезней, эта орхидея уже у нас прошла одну из обработок. Точнее, я имею в виду один из вариантов обработок от насекомых и от болезней. У нас есть плейлисты на канале, в которые называется один плейлист «Насекомые вредители». И отдельно плейлист есть про мучнистых червецов. Как избавляться от мучнистых червецов и от других насекомых вредителей, это вы можете посмотреть в плейлисте. Там огромное количество препаратов собрано на любой карман, на любые возможности. То же самое и как обработать от каких болезней орхидею. Можете тоже посмотреть в плейлисте болезни орхидей. Какими препаратами. Все рассказано подробно, много видео снято, а также у нас есть отдельно плейлист Топаз для орхидей, Максим для орхидей, Привикур для орхидей, и как эти препараты применяются, когда используются и какой результат мы получаем. Поэтому повторяться не будем, сразу переходим к потрошению этой орхидеи. Кстати, на канале у нас есть еще и плейлист, который называется «Пересадка орхидей
И там тоже разные варианты пересадок орхидей и так далее и тому подобное. Можно тоже все случаи, возникающие, форс-мажорные обстоятельства, все это дело можно увидеть в видео. Так, друзья, вот такими вот движениями я вот такими движениями и немножко вот так вот, вот эту держу за основание, вот так вот. Ни в коем случае не вытягиваю вот так, не растягиваю, а сперва немного вот так вот жмямкаю, чтобы у нас корни отклеились, потому что они, оп, видите, пошла, родная, пошла от бедра. Вот так вот. Так, что у нас здесь? Ага, сразу смотрю, друзья, на предмет наличия насекомых вредителей. Подуры, многохвостки, всякая нечисть, которая может питаться разлагающей органикой. Но вот так, чтобы прям чтобы видимым глазом я не вижу, потому что я профилактически обрабатываю орхидеи от всякого рода насекомых. Ну вот здесь вот я вижу вот такие вот поблескивают. Вот видите, на торфяном стаканчике. Вот он, друзья. Торфяной стаканчик я еще не удалял с позапрошлого года. И вот насекомые очень мелкие, вот эти вот многохвостки, подуры, они любят прятаться вот в этом торфяном стаканчике. Поэтому его ни в коем случае нельзя увлажнять, переувлажнять, чтобы он постоянно был сырой, потому что, несмотря на то, что он кокосово-торфяной, такой, губка вот такая вот, он все равно подвержен разложению. И ну, я сейчас замачивал, потому что орхидею целиком полностью перед пересадкой, потрошением я ее замачивал целиком, чтобы было легче распотрошить и вот этот вот стаканчик убрать. Поэтому при поливе, когда поливаем орхидеи, я замачиваю орхидею вот на 2 пальца снизу. То есть вода не доходит до торфяного вот этого вот стаканчика. То есть стараюсь, чтобы этот торфяной стаканчик, он всегда был сухим. Именно с этим связаны рекомендации продавцов в магазинах, когда они советуют поливать орхидеи исключительно проливом по краю горшка, чтобы вода не попадала вот как раз таки на этот торфяной стаканчик. Так, друзья, удаляю сухие корни. Еще раз повторюсь, что эта орхидея у меня с позапрошлого года. Покупал я ее уже в заканчивающем цветении, то есть особо там понять, как цветет, хорошо ли, плохо эта орхидея, было невозможно. Поэтому ждал, когда она в прошлом году зацветет, зацвела, и все. И вот она с прошлого года цветет. Смотрите, какой, с одной стороны, хороший такой корень. Видите, вот он, вот этот вот. Вот он, такой прям здесь, прям упругий, хороший. Но вот здесь он уже полностью испорчен и уходит куда-то вот под основание. Поэтому я его не буду оставлять, потому что у нас будет закрытая система, и мне такой корень, как, знаете, троянский конь, он не нужен в горшке, поэтому я его удаляю. Орхидея нарастит еще корни. Вот такие сухие тоже удаляю. Вот видите, он прям пустой, прям все выпотрошенный. Его тоже вот так под основание срезаем. Все места среза мы обработаем. Там, где корень испорченный где-то частично, я его срезаю на сочленении, потому что корни бывают такими, как, знаете, так лапки у раков. И вот именно на сочленении. Там это, друзья, самое такое безболезненное удаление будет. И с большей вероятностью корень не продолжит портиться. Потому что если просто обрезать его, ну вот он, допустим, там порченый, и мы наполовину там его рядом с порченным обрезаем, то он, скорее всего, дальше продолжит веломен портиться и подгнивать. Вот, уже там внутри в горшке. Вот, поэтому лучше, конечно, вот это все, друзья, обрезать на сочленениях. Оно безболезненно все это проходит. Так, ну вот такая вот здесь чернота. Это от этого, значит, разлагался этот
торфяной стаканчик и, естественно, окрашивал вот в такой темный цвет наши вот эти вот корешки и основания орхидеи. Вот так вот я. Вот. Значит, эту орхидею я чуть позже, после пересадки, мы ее, скорее всего, сделаем профилактическую обработку. Она будет в закрытой системе, и мы ее обработаем прям в закрытой системе, обработаем ее, замочим в привикуре. Вот. А сегодня мы просто ее пересаживаем и пересаживаем. Так, вот здесь вот у нас часть порченных корней. Вот, откуда куда идет. Вот, тоже хороший корень, видите. А вот здесь вот прям совсем он у нас испорченный. Друзья, я его тоже обрежу. Я обрежу прям вот сюда под основание. Прям вот сюда под основание, чтобы у нас ничего здесь не мешало. Вот. Так, ну и что у нас здесь еще? Ага, вот корень тоже порченный. Вот здесь вот под основанием, под попкой орхидеи, чтобы у нас не было никаких этих неожиданностей. Вот эти вот корни, они уже и так, которые были в торфяном стаканчике, я их удаляю. Вот так вот удаляю. Все. Вот, основание мы подчистили. И теперь чуть-чуть подрежу попку. Меня спрашивают иногда, задают вопрос, почему ты до конца прям совсем не срезаешь попку. Друзья, зачем ее там срезать до конца? Я не вижу смысла, потому что если она живая, то я ее оставляю. Так, немножко я ее так перекисью. Вот. И сейчас я ее корицей. Корицей. У меня корица. Не, куркумой. Давайте куркумой, что ли, мы ее вот, присыпем вот так. Все. Вот. Вот эту всю черноту. Вот так. Можно корицей. Сейчас, знаете, тоже часто уже продавцы стали использовать куркуму. Присыпают, значит, основания, продают хорошие такие орхидеи, цветущие. Вот, цветущие орхидеи. И берут эти орхидеи, присыпают точку роста, основания, прям не доставая из горшка, припудривают куркумой. Так, друзья, ну вот так вот у нас это дело все получилось. Так, кладу орхидею, убираю под нос. Сейчас будем с вами пересаживать. Ну, с горшком вы уже поняли, в какой горшок мы будем ее сажать. Вот в такой вот. Положу вам ее, чтобы видно было. Вот, да, такую красавицу. Вот, вот в такой вот, значит, кашпо стеклянное. Это закрытая система. На дно мы сейчас положим. У меня есть немножко в один слой обычный строительный керамзит. Он у меня мытый, чистый, вот такой вот. Но прежде чем керамзит положить, я сооружу маховой фитиль. Так как у нас орхидея такая красавишна, я вам сейчас ее поближе покажу, наконец-то, вот так, а то смотрели на мое лицо, вот, а теперь посмотрите, полюбуйтесь на вот эту вот Клеопатру. Посмотрите, какая красавица. Просто обалденная. Стоит, кстати, как не половина крыла Боинга, но как треть Боинга точно. Как крыло Боинга стоит, наверное, бабочка Легато. Вот. А Клеопатра стоит примерно, наверное, как бабочка Майя. Вот так вот. Ну, 20 с лишним тысяч сейчас. Я думаю, под 30-ку где-то, наверное, 1030 стоит Клеопатра, друзья. Да, если уж за 20-25 продают Фронтеру, бабочку, то Клеопатра, ценник у нее такой хороший. Вот такая вот она, красотка. Обалденная, очень мне нравится. Вот.
Так, ну что, давайте. Так, кстати, вот здесь вот этот лист можно удалить. Он немножко здесь подгнивает. Я вот сейчас на него посмотрел. Я его, наверное, просто удалю. Все. Орхидея, напомню еще раз, находилась у меня без пересадки, сами видите, с позапрошлого года. Вот. И, кстати, вот этот тоже лист можно убрать, чтобы открыть вот эту черноту. Вот. Тем более, что он все равно уже начинает здесь в начале вот здесь вот подгнивать, и потом, когда орхидея уже будет в закрытой системе у меня посажена, будет немножко, так знаете, не особо ее, как сказать, удобно будет извлечь, поэтому я этот листик, друзья, уберу. Вот, уберу, чтобы у нас основание вот здесь вот под умирающим листиком дышало и проветривалось. Да, и никакая здесь зараза не заводилась. Все. Остался у нас старый цветонос, пенек, с которым я ее покупал изначально. Вот, но он нас уже не колышет абсолютно. Так, все. Давайте уже перейдем к пересадке. Так, что я буду, значит, какие ингредиенты? Как я уже сказал, я сделаю моховой фитиль из мха. Мох у меня уже заканчивается, надо покупать, заказывать у проверенного мною продавца. Вот. Хороший уже, какой раз покупаю, очень хороший, качественный мох. Так, вот такой вот. На дно вот сюда мы укладываем этот фитиль моховой. Теперь, значит, в один слой кидаю на дно я керамзит. Обычный строительный керамзит. Вот такой вот ломаные, вот такие рваные, такие глиняные кусочки. Вот. Стоит мешок в Леруа Мерлене, да в любом строительном магазине, друзья, там 100 с небольшим рублей 30 литров. Вот. Это ничем не отличается по качеству от дренажного керамзита, вот абсолютно по качеству именно, а только ценой. Дренажный чаще мытый продается, но пакетик литр или там 2 литра этого керамзита стоит как 30 литров в строительном магазине. Поэтому я советую всегда покупать в строительном магазине мешок сразу, помыли его проточной водой и все. Так, что следующее? Значит, есть у меня вот такие компоненты. Мох, сушеный мох и немножко коры дуба. Я буду добавлять в закрытую систему сюда коры дуба. Ну, вот сразу я брошу несколько кусочков на дно. Вот так вот. Это для того, чтобы дубильные вещества препятствовали распространению там гниения или еще чего-то такого. Но вы слышали в одних из недавних видео, у нас такой сейчас проходит эксперимент своеобразный. Так, и вареная кора, друзья. Вареная кора этой красотки нужно именно вот такое вот. Для такой красоты, друзья, нужно вот такое вот. Мне кажется, прям самое то. Вот такие ингредиенты. Никакие не полуфабрикаты магазинные, никакие не органические, а вот именно органика, классика, кора. Вот такая вот кора. Вот ее мы будем сегодня использовать. Так, на дно я немножко кину, наверное, один слой коры, вот, кусочков. И теперь примеряем нашу красотку, примеряем, как она войдет у нас сюда корнями. Вот. Ну, хорошо входит, нехорошо, точнее, мешают нам здесь вот. Вот так вот, наверное, да. Желательно, конечно, бы еще пониже ее
А нам что там мешает? Нам вот мешает дренажный слой. Вот, да? Или нет? Сейчас мы ее вот так вот. Вот. А представьте, вот листья бы сейчас, вот эти, которые не удалил, они бы вот здесь были, и посадку бы мы повыше сделали. А срок жизни у этих листьев уже, в принципе, заканчивается. И через там полгода максимум, да, эти листья отомрут, и наша орхидея будет торчать. Так, друзья, вот значит я там внизу сейчас освобождаю место, чтобы поглубже корни притопить. Убираю кусочки в сторону, разгребаю, чтобы корешки наши у орхидеи пониже легли. О, вот так вот примерно, да? Что еще мешает? Вот здесь вот. Пусть они там даже до дна достанут, но ничего страшного в этом нету. Даже и лучше будет, что орхидея будет получать прям со дна влагу. Так, все. А теперь начинаем тетрис. Значит, шевелить пока не могу. Беру кору и начинаю закидывать кусочки коры. Вот, кусочки коры. Сперва маленькие. Туда между корней. Это такой вот релакс, друзья. Так, ну мне тут неудобно. Я сейчас, давайте так, наверное, наложу маленьких кусочков вот сюда, на стол. Вот. Выберу какие-то всякие разные. И потом буду их постепенно укладывать. Вот так вот. Вот, да. Вот так. Да, кора тоже у меня уже вареная заканчивается. Впору у продавца делать закупку очередную. Но там, говорят, у продавца на 2 месяца вперед. У Анны, которая продает эту кору, на 2 месяца вперед очередь. Вот. Я знаю, что она смотрит наш канал, поэтому, пользуясь случаем, хочу спросить у нее, вот, нигде ли там для меня окошко нету вот, каких-нибудь из запасов коры, такой вот меленькой мне бы, вот такой вот сантиметрик, на сантиметрик вот, фракции. Так, ну ладно, это все шутки. Не, кора мне нужна, не шутки, конечно. Вот. Укладываем. Держу, друзья, держу. Одной рукой держу. Хотя, конечно, можно было бы мне цветонос подвесить к чему-нибудь и орудовать 2 руками. Так, вот так вот, да. Ага, не забываем про... так, давайте так, у меня есть палочка. Я сейчас вставлю палочку. Вот, она будет поддерживать, держать цветонос. И эту палочку я потом так и оставлю, значит, в этой посадке. Вот. Опа. Она будет как опора для орхидеи. Вот так вот, да, вот, все, вставили. О, хорошо как. Так, нам нужна, значит, я нарежу, друзья, вот теперь внизу, чтобы у нас слой коры, слой керамзита и слой, значит, коры дубовой и сосновой. И теперь можно добавлять сухой мох в посадку, чередовать его вместе с кусочками коры. Вот так, ой, как пахнет он, сухой. Так, и немножко он будет у нас перемешан с кусочками дубовой коры. Так, ну вот так вот, да. Дубовую кору тоже кидаю внутрь, чтобы в середине тоже присутствовала эта кора. Так.
Так, ну, должна получиться посадка очень-очень такая и эстетическая, и практическая. Поливать я буду, друзья, первые пару раз это, ну, как бы замочу, да, потому что первый полив будет с привикуром. Хочу ее привикуром обработать, замочить ее. А потом уже вторую посадку посмотрю, с чем буду, с каким препаратом, там, стимулирующим или еще каким-нибудь. И уже следующие поливы будут у меня такие. Просто воду буду подливать. И все. По поводу, значит, сушки верхних корней иногда спрашивают, говорят, вот у меня там сохнут верхние корни. Друзья, ну вот если правильный уход, так в принципе они и не сохнут, эти корни. Вот. Растут и растут. Когда вода поступает снизу, влага, орхидея пьет эту воду, и по веломену передается вода вверх, как по лифту. Вот. А если корень хорошо, правильно работает, он не поврежден, то никаких проблем с пересушкой сверху не возникает. Корни могут гибнуть сверху, значит, создаваться впечатление, что они пересохли. Так, наверное, вот у меня цветонос мешает. Вот так. Пересохли, когда, например, корни получили, значит, не химический ожог, а вот на них соль отложилась, да, от удобрений, от жесткой воды. И тогда вот эта самая соль, так, у меня цветонос задевает вверху, у меня перемычка, на которой камера. И вот задевает, и я боюсь сломать цветонос. Так, ну вот так вот я накидываю. И вот этот соль, они, естественно, орхидею, как бы, веломен разрушают. Вот. И именно вот этот разрушенный веломен и как бы создает впечатление, что засохли корни. Они не засохли, они погибли от жесткой воды, от солей. Вот, вот как-то так. Это еще происходит, когда орхидею, например, такой плохой водой, жесткой, поливают прям в склянь, ну, много наливают ее, и она по капиллярной системе доходит, мочит грунт доверху. То есть намачивается сверху грунт. Естественно, соли откладываются на поверхности, на волокнистой поверхности. Все, отложились раз за разом, потом на эти соли легли водоросли, зеленые эти наросли, да, вот. Естественно, наросли радостные, но потом от соли засохли, почернели. И вот так вот слой, цикл за циклом, слой за слоем, ну и все. В итоге получаем сухие сверху корешки. На самом деле это не страшно, если периодически орхидею пересаживаем. Да, именно поэтому как бы, ну, и рекомендуют раз там в 3 года, это вот прям средний такой оптимальный срок, 3 года, пересаживать. Это устраивать профилактическую чистку корней, это менять грунт, обновлять орхидею. Конечно, есть такие случаи, как вот у нас, мы можем годами не пересаживать орхидею. По разным причинам. И руки могут не доходить, и просто нет надобности. Так, ну вот, в общем, как бы вот так, друзья, получается. У нас такая вот посадочка. Так, все кусочки дуба я использовал. Ага, вот еще маленький. Вот сюда. Палочку я так и оставлю. Вот, все, друзья, вот такая. Так, и беру Клеопатра бабочка, бирочку, значит, вот так у нас даже прихлопывать и не надо. Получилось все, посмотрите как. Ай, просто прелесть, просто прелесть. И сама по себе орхидея жестко, благодаря палочке, и мы так в распор все сделали, она даже у нас
Вот я ее трясу, она даже не трясется. Смотрите, она прям жестко стоит. Вот. Здесь внизу немножко оставил воздушные карманчики, ну, чтобы как бы внизу у нас не застаивался воздух. Вот. Как бы циркуляция была своеобразная. Так, в мох сюда вставляю бирку. Вот. Заодно будет дышать по краям этой бирки. Она же толстенькая такая бирочка. Вот. Будет проходить сюда воздух. Вот. Ну и подливать воду, кстати, вот сюда удобно лить. И она по этой палочке сразу сюда чпок до конца нам мочит. Все. Все, друзья. Вот такая вот у нас получилась пересадочка с клепушкой. Отдельно заведу на нее плейлист, хотя у нас есть плейлист старой моей орхидеи, которую еще разыграли в первом году, розыгрыш 3 года назад на нашем канале, так и называется, орхидея Клеопатра. Ну, наверное, вот в тот плейлист и буду добавлять все видео про именно эту орхидею. Орхидея Клеопатра. Все, друзья, вот такое сегодня видео. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. Вот так вот я для антуража, для картинки. Всем хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Всем пока!